Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас разбор узора. Узор достаточно интересный, симпатичный и несложный. То, что я люблю. Я не вяжу сложные вещи. Их очень сложно разбирать и снимать, да? А вот когда такой попадается узор, необычный, красивый и очень просто вяжущий, то я всегда за то, чтобы связать. Мы начинаем вязание с колечка. Это очень понятный набор и очень легко рассчитать узор. 4 колечка у нас будет раппорт узора. И сам узорчик прям простенький. Завязываем узелок и набираем 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. В первую воздушную петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Наша задача набрать, считаем, 4, 4, 8, 9, 10, 11 колечек. Набрали колечки, идем дальше. 2 воздушные петли подъема и в колечко вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Такая у нас галочка, узор галочка. Следующее колечко вяжем узор галочку, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. У нас будут такие 3 вертикальные колонны, между ними узор, да? Еще колечко вяжем столбик, воздушная петля. Вот. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Одно колечко пропускаем внизу и вяжем опять галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И еще повторяем. То есть у нас будут вертикальные полосочки из 3 галочек. Столбик, воздушная петля, столбик. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И одно колечко пропускаем, вяжем дальше. Вот такая основа у нас с вами получается. Провязали 3 галочки. В последнюю петельку вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и опять вяжем наши галочки. 2 рядочка в самом начале вяжем узор галочки. В самый центр 2 столбика, между ними воздушная петля. Центр галочки довязываем без всяких изменений. 5 воздушных петелек идет у нас между вертикальными галочками. 1, 2, 3. Довязываем весь ряд, разворачиваем. Опять первую вертикальную колонну вяжем, как она у нас есть, 5 воздушных петелек. Вот. А по центру мы сейчас будем вязать цветочек. Первую галочку мы вяжем как положено. Вторая галочка у нас немножко другая. Смотрите, столбик с накидом и столбик с накидом. Вот. С этого момента мы начинаем вязать цветок по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Немножко вытягиваем. Немножко вытягиваем. И теперь за воздушные петли нам нужно вот таким образом провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. И за, смотрите, боковиночку нашего столбика делаем накид и присоединяем
провязываем наши все столбики, провязали и опять столбик без накида. Вот такое у нас колечко получилось. Первый лепесток, вот он у нас. И в этом же месте набираем еще точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем еще один лепесточек. Немножечко вытягиваем ниточку для удобства. И за воздушные петельки набираем. Вяжем столбик без накида. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. За этот же столбик мы заводим крючок и провязываем все наши набранные петельки вместе. Провязали. И теперь вот мы наш столбик первый, второй между вот сюда, в это пространство. Вяжем столбик без накида. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И переходим. Вот наш столбик следующий, вот за него. Цепляемся и легонько подцепляя внутри крючок, провязываем. За этот столбик еще вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Вот. У нас должно всего получиться 5. Пока только 3. Мы вяжем за столбики 2, по центру 1, вот за этот столбик еще 1. И еще надо будет связать 1. Немножко вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Подцепили, провязали и смотрим наш узорчик, где он у нас начинается. За центральное место вяжем, присоединяем и вяжем последний наш лепесток. Такие вот цветочки. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем и набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За это же место, куда мы только что вкалывали, мы делаем столбик с накидом,
провязываем, закрепляем. Вот наш цветочек связанный. Теперь разворачиваемся. Вот у нас, нам нужно довязать. Делаем воздушную петлю, накид. 5-й лепесток довязали. Сделали воздушную петельку и возвращаемся к нашему узору. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем наши галочки. И это все, что я хотела вам показать. Очень простой узор, согласитесь, но цветочек такой затейливый. И вот именно это сочетание простоты и непонятности, наверное, вязания, сразу не разберешься. Вот как раз это и создает интересный узор. Что мы с вами получаем? Мы расправляем все наши лепесточки и получаем интересный оригинальный узорчик, цветочек наш, лепесточек. Вот. Все у нас есть. В обратную сторону мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-м вяжем 6 рядочков мы вяжем просто галочками, вернее 5, а в 6-м вяжем в шахматном порядке цветочки. То есть если у вас будет большое полотно, очень легко рассчитать по колечкам, сколько нужно связать. Идея такая вот достаточно интересная. В обратном порядке на изнаночной стороне узор вяжется достаточно просто. Мы просто все повторяем, все наши галочки. И там, где был связан цветочек, мы вяжем тоже галочку. Вот. Слишком часто цветы размещать, я думаю, будет не очень симпатично. Вот в таком порядке, как у меня. Цветочек у нас должен выходить именно на лицевую сторону. У меня 6-й ряд получился. 1, 2, 3, 5. Для того, чтобы все это было и смотрелось красиво, да? Так. С изнаночной стороны мы смотрим, где у нас начинался цветочек. Вот у нас. Находим это место. Может, не очень удобно, но мы его свяжем. Находим нашу галочку и туда вяжем галочку. Продолжаем. Вот такую интересную идею я увидела в интернете, конечно. Решила повторить и занести в избранное. 1, 2, 3, 4, 5. Потому что вы знаете, что руками связали, уже что-то запомнили, в голове отложили. И ходим, думаем, куда можно применить. Может быть, это фрагмент не обязательно на всю кофточку там, или кардиган, или на жилет. Какую-то полосочку, допустим, связать таким интересным декором. Я думаю, идейка интересная. Получается очень красиво и нежно. Так, цветочек, ну, понятно, что мы его выровняем, так, чтобы он красиво смотрелся. И вот такая красивая слонимская пряжа, что синего цвета, что розового. Я думаю, идея вам тоже должна понравиться. Пряжу смотрим, ссылку пишу в описании всегда. Слонимская пряжа у Ирины Мальцевой. 400 метров 100 грамм. Крючок 2,75 у меня. И получаем такую вот красоту. Предлагаю попробовать на любых ниточках. Самое главное же в принципе вязание. А если вы попробуете, у вас обязательно все получится. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным, интересным, интригующим. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. И до новых встреч!